день, спасибо. Уважаемые друзья, коллеги, 20 августа 1945 года, 80 лет назад, в нашей стране был создан специальный комитет, взявший на себя организацию работы в области атомной энергии. По сути, эта дата стала днем рождения отечественной атомной отрасли. И, пользуясь возможностью, еще раз поздравляю с этим юбилеем вас, всех, кто трудится в отечественной атомной индустрии. Это настоящая сила, почти 500 000 человек. Да? Сколько всего? 420 тысяч. 420 тысяч, ну почти полмиллиона. Низкий поклон ветеранам, которым мы обязаны нашей безопасностью, мощным технологическим заделом и, по сути, независимым, суверенным развитием. Своим талантом, титанической волей они создали прочный ядерный щит нашей страны. И первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо страны и всего человечества. Настоящий подвиг во имя Родины совершили ученые, рабочие и инженеры-ядерщики. Те, кто шел в неизвестное, рискуя жизнью, здоровьем, собирал первые ядерные заряды. Те, кто строил атомные полигоны и станции, реакторы, ледоколы, подводные лодки. Вся страна, пережившая страшную войну, огромные потери и разрушения, вела тогда колоссальную работу. Трудилась, опиралась на научный, образовательный, индустриальный потенциал, созданный еще и в дореволюционной России и в советское время. Обеспечение глобального ядерного паритета стало настоящей победой всего нашего народа. Мы гордимся научными триумфами выдающихся физиков Игоря Курчатова, Юлия Харитона, Якова Зельдовича, Николая Семенова, Андрея Сахарова. Энергией и вдохновенным трудом людей, которые запустили сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, сформировали единый уникальный научно-промышленный комплекс. Чтобы сохранить и приумножить это великое наследие, в 2007 году у нас была создана государственная корпорация «Росатом». Вот Сергей Владимирович занимался как раз ее созданием. Спасибо, Сергей Владимирович. И такое решение задало высокую динамику развития отечественной атомной отрасли на данном историческом этапе уже в 21 веке. Сегодня Росатом является глобальным лидером в строительстве новых энергоблоков, что говорит о бесспорной надежности и экологичности отечественных атомных технологий. Российские атомщики первыми запустили в серийное производство самые безопасные сегодня реакторы поколения 3+. И уже создаются принципиально новые решения, энергосистемы 4-го поколения на быстрых нейтронах с замкнутым циклом. Это позволит избавиться от радиоактивных отходов и многократно увеличить потенциал атомной энергетики. Благодаря вам и вашим коллегам Росатом находится в авангарде создания и внедрения передовых технологий в реализации крупных инфраструктурных проектов, таких в том числе как Северный морской путь, который станет частью трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. А в Обнинске, в Калужской области, строится крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов для диагностики и лечения сложных, в том числе онкологических заболеваний. Разрабатывать новые лекарства, вакцины, материалы, быстро обрабатывать колоссальный объем данных позволяют квантовые компьютеры. Благодаря усилиям Росатома в России уже собраны прототипы таких систем с огромными вычислительными возможностями. Они обязательно будут востребованы и для установок класса Мегасайенс, создаваемых в том числе и в Национальном центре физики и математики в Сарове. Это настоящий центр науки и науки будущего, который реализуется Росатомом. Такой вектор движения вперед является абсолютно выверенным, правильным. Надо ставить перед собой большие задачи, стремиться сделать качественный шаг в развитии отечественной экономики, да и всей цивилизации.
Речь прежде всего о работах в области управляемого термоядерного синтеза, которые были начаты в том числе еще великим Евгением Павловичем Велиховым. Благодаря сформированным заделам разработки в этой сфере уже используются для создания целого спектра прикладных решений, а Россия находится здесь на переднем крае знаний и технологий. Это бесспорно уникальные преимущества нужно наращивать в тесной кооперации с ведущими научными центрами России. Такое же плодотворное взаимодействие необходимо в рамках еще одного масштабного проекта. Имею в виду создание космической системы со специальной электростанцией и так называемого космического буксира на базе ядерной установки. Подобные решения открывают принципиально новые перспективы освоения дальнего космоса. В целом, такие программы имеют национальное, да и, пожалуй, можно без всякого преувеличения сказать, глобальное значение. Колоссальные по масштабу они призваны укреплять обороноспособность и суверенитет страны. И, что крайне важно, расширяют возможности для творчества, самореализации талантливых молодых людей, школьников и студентов, которые мечтают работать в атомной отрасли. Абсолютно убежден, что молодежи, всем поколениям специалистов Росатома, как и вашим великим предшественникам, по плечу любые самые сложные цели. Это касается и гражданских, и оборонных задач, в которых задействован потенциал атомной индустрии России. И хотел бы повторить, вы доказали это бесспорно выдающимися результатами своего труда. Поэтому заслуженно к юбилею отрасли за весомый вклад в ее развитие более 1400 сотрудников Росатома удостоены государственных наград. Отмечу также, что подписан указ о присвоении звания Героя труда Российской Федерации директору Калининской атомной электростанции Виктору Игоревичу Игнатову и токарю Чепецкого механического завода Андрею Алексеевичу Караваеву. Ну а сегодня буду рад вручить орден за доблестный труд, которым награжден коллектив Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, в стенах которого мы с вами и находимся. Я еще раз поздравляю всех сотрудников и ветеранов Росатома с праздником, со столь значимой для всех нас, да и для всего нашего Отечества исторической вехой. Позвольте пожелать новых успехов. Благодарю. Указом президента Российской Федерации за вклад в развитие атомной отрасли и достигнутые высокие показатели в научно-производственной деятельности орденом «За доблестный труд» награжден коллектив Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Орден вручается директору ядерного центра Костюкову Валентину Ефимовичу. Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно от имени коллектива и от имени всех саровчан благодарим вас за высочайшую оценку нашей работы. Ученые и специалисты Российского федерального ядерного центра в полной мере отвечают за все то, что нам поручено. Мы все реализуем. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, вы уже не первый час работаете здесь, на Нижегородской земле, в Сарове, в том месте, где 80 лет назад родилась атомная промышленность нашей страны. И мы собрали в зале молодежь, не только ядерно-оружейного комплекса, но наших энергетиков, тех, кто занимается наукой, новыми направлениями деятельности. Им не терпится, Владимир Владимирович, задать вам вопросы. Конечно, мы готовились. Но я все-таки позволю несколько слов сказать перед тем, как приступить к этому очень важному для нас событию. Владимир Владимирович, вам огромное спасибо. Спасибо за ваш приезд. Пожалуйста. Можно мне сразу обратиться к аудитории? Они же у вас все люди интеллигентные. Не задавайте мне сложных вопросов, пожалуйста. Владимир Владимирович, спасибо. Спасибо.
мне не простят, если я не скажу несколько слов. Смотрите, мы все ценим и все помним до дня, до минуты. Как вы приехали в марте 2000-го после выборов, приняли решение по ядерному оружейному комплексу, по энергетике, дали заказы предприятиям, ввели надбавки наиболее важным работникам. Не могу еще раз не подчеркнуть решение о создании госкорпорации. Отдельная совершенно тема – наш экспорт. Вы создали не просто систему поддержки, Владимир Владимирович, вы лично выступаете главным представителем Росатома на международных переговорах. Я видел это неоднократно, и вы ввели атомную политику в приоритет в нашей внешнеполитической линии. Спасибо вам большое, и спасибо за то, что вы нас поощряете поручениями. У нас есть то, чего не было даже в Великом Минсредмаше. Машиностроение, Северный морской путь, материаловедение, ядерная медицина и многое-многое другое за последние годы сделали нас сильнее. И мы очень надеемся, и сделали, и сделают еще более сильными нашу страну. Спасибо. Спасибо вам огромное. Ну, если позволите перейти к вопросам, я представляю, что вы никогда не нуждаетесь ни в каких модераторах и посредниках в разговоре с залом. Просто, может быть, позволите мне представить первого нашего участника дискуссии, представителя мирного атома Владимира Крюкова. Он работает на Ленинградской станции, несмотря на свой молодой возраст, уже 4-ю станцию строит, отвечает за поставки оборудования на строительство новых атомных электростанций. Пожалуйста, Володя. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Немного волнительно, поэтому не каждый день удостаивается такая честь увидеть главу государства и возможность задать ему вопросы напрямую. Я начал свою... Мы с вами земляки, попроще, да? Хорошо, Владимир Владимирович. Да, я начал свою трудовую деятельность на Ленинградской атомной станции, практически со студенческой скамьи. Начал с должности экономиста, сейчас, как сказал Алексей Евгеньевич, являюсь заместителем начальника управления. В далеком 2007 году, когда это все произошло, как раз началось благодаря вашим указам о начале сооружения Ленинградской АЭС-2 по замещению мощностей, за что тоже большое вам спасибо. На сегодняшний момент у нас в Росатоме 35 блоков, 11 атомных станций и порядка 20% в энергобалансе страны. Ну, согласно утвержденной генеральной схеме, к 2042 году мы должны будем построить построить 38 атомных станций. Это позволит нам выйти, в том числе по вашему исполнению ваших указаний по выходу на 25% доли атомной энергетики в энергобалансе. Спасибо, Владимир Владимирович, да, нашей страны. Задача амбициозная, вдохновляющая наш коллектив, потому что мы ценим ваше внимание к нашей отрасли. Это однозначно. Алексей Евгеньевич об этом уже сказал. Но есть как бы некоторые аспекты, ну, на мой взгляд, по крайней мере, которые при реализации крупных инвестиционных проектов, таких как в том числе сооружение атомной станции, да, я их скажу так, 3. Это первое, это политическая воля, но она у нас есть благодаря вашей поддержке. Второе, это деньги. Думал задать этот вопрос, но уже не буду, потому что неоднократно вы высказывались и по телевидению по поводу ставки рефинансирования. Мы с нетерпением ждем, когда она, конечно же, снизится, все понимаем. И третий аспект, без которого никуда не деться, это однозначно это кадры, без которых никуда. Но у нас сейчас существует дефицит кадров, в том числе инженерных, строительных. На стройплощадке не хватает, на Ленинградской 3-й, 4-й блок. Именно строительных профессий. Может быть, есть возможность какая-то рассмотреть вариант государственного заказа по вузам профильным, для того, чтобы увеличить количество бюджетных мест тем специальностям, которые необходимы нашей атомной отрасли. Я выражаю вам глубочайшее свое личное уважение и от всех присутствующих, думаю, тоже за вашу поддержку,
зримую, незримую. Ну, без вас, я думаю, что мы бы не справились. Свято место пусто не бывает. Что касается... Все? Да? Что касается подготовки кадров, это одно из важнейших направлений во всех отраслях народного хозяйства. Ну а в атомной отрасли, наверное, здесь исключений нет, то же самое происходит. Хотя готовить нужно... Садитесь, пожалуйста. Хотя готовить, разумеется, нужно кадры уже чуть ли не с детского сада, со школы. Нам нужна ранняя профориентация. Мы как раз этим и занимаемся. Может быть, не так эффективно, как хотелось бы, но все-таки эта эффективность повышается за последнее время. И результат, и как бы доказательством этому является то, что вот в этом году при сдаче ЕГЭ уже значительное количество школьников выбрали именно физику, математику, химию, биологию как основной предмет. Ну и вообще интерес к инженерным профессиям повышается. У нас сейчас, вот только что я встречался с министром науки и образования, но тоже рассказывали коллеги о том, что количество людей, поступающих на инженерные специальности, кстати, на педагогические, заметно выросло в последнее время. И это тоже доказательство того, что результат нашей работы все-таки приобретает такие осязаемые параметры. Но, конечно, этого недостаточно. Будем и дальше работать. Но странно, что в строителей-то не хватает. Я понимаю, когда узких специалистов. Дефицит кадров строителей есть по всей стране. Да. Может быть, здесь и не только контрольные цифры приемов, вот так называемые госзадания для вузов, но и вообще какие-то системные решения, связанные с повышением привлекательности строителей, конструкторов, проектантов. Это будет очень большой дефицит, насколько мы понимаем, не только при атомном строительстве, но и в ближайшие годы. Ну, давайте поговорим отдельно, что нужно атомной отрасли. Что касается специальной подготовки, то здесь работа большая, развернута у вас. И вот сейчас только рассказывали коллеги, в Обнинске целый центр создан. Причем он центр международный. Там и наши студенты обучаются, и иностранные студенты. И у вас сколько? 90 с лишним опорных вузов, да? Да. Ну, у нас университетов более 50 в России, да. Еще несколько десятков за рубежом партнерских вузов. То есть это все люди, которые приходят в атомную отрасль и будут там работать. Ну, наверное, нужно снова и снова к этому возвращаться. Вы знаете, я уже говорил об этом. Безусловно, нужно популяризировать инженерную деятельность, применительно к вашей сфере, работу в атомной отрасли. Мне кажется, ничего интереснее нет, чем то, чем вы занимаетесь. Это, я говорю, без всякого преувеличения, просто это особая работа, связанная с пониманием того, чем Эйнштейн еще, на чем Эйнштейн думал, как устроен мир. Он же примерно это говорил, когда вы спросили, а почему вы к этому пришли. Мне было интересно узнать, как устроен мир. И вот и к атому, и так далее. Вот вы же этим занимаетесь. Ну что может быть интереснее? Что может быть более захватывающим, чем этот вид деятельности? Надо уметь это красиво подать, заинтересовать с молодых ногтей, что называется, юношей и девушек со школы. Ну, вот и в школе сейчас мы развиваем целая система работы с одаренными детьми. А у вас, конечно, должны быть прежде всего одаренные люди, что требует особых качеств интеллектуальных. Ну, а по общим профессиям, таким как строительная, очень благородная отрасль, ну, если у Росатома есть какие-то специальные задачи,
специальные требования. Ну, давайте подумаем, можно, наверное, поговорить. Мне не хочется вдаваться в то, чего не хватает в строительном секторе и чем заполняется там или кем заполняются там рабочие места. Это особая тема. Нам нужно готовить, конечно, свои У нас есть соображения, мы свои внесем. кадры. Ладно? Да, хорошо. Есть. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Владимир Владимирович, конечно, очень много вопросов было из международного измерения. Во-первых, это волнует нас, благодаря в том числе и вашей поддержке. Мы заметные игроки вообще на мировом рынке, но на атом-то лидеры. У нас есть соответствующая структура, условно, можно сказать, такое российское торгпредство атомное. Во многих странах, на всех континентах работает. И вот Егор Квитковский, молодой человек, дорос уже практически до зама главного атомного торгпреда. Давайте, Егор, задайте свои вопросы, пожалуйста. Алексей Евгеньевич, спасибо большое за представление. После таких слов я не то что скучный вопрос, только смелый должен задавать. Владимир Владимирович, Давайте. я такой не классический атомщик. Я закончил высшую школу экономики и решил сломать стереотип о том, что в Росатоме только технические профессии приживаются. Вот уже 15 лет работаю в отрасли и занимаюсь тем, что продвигаю российские атомные технологии на зарубеж. Действительно, вы правильно отметили, что мы сегодня строим за рубежом, 22 блока строим сегодня, 41 блок за рубежом в портфеле. Очень серьезные цифры, мы к ним шли, мы идем, исполняем. Конечно, так, объективно, после 2022 года мы перефокусировались. Мы начали заниматься очень активно дружественными странами, странами глобального юга, АСЕАН, БРИКС. По нашему пониманию, именно эти страны дают такой колоссальный скачок с точки зрения энергопотребления в мире. Там мы видим перспективы. При этом мы не оставляем и не уходим в западные рынки, на которых раньше работали, работаем сейчас. Это требует очень больших усилий, это сложно, нас пытаются с этих рынков выдавить. Мы видим политику, которую навязывают нашим партнерам, им объективно угрожают работать с нами. Тем не менее, мы продолжаем бороться за эти рынки, мы не отступаем. И, конечно, я не могу не задать вопрос, как нам дальше выстраивать правильные взаимоотношения с западным миром. Мы, безусловно, все атомщики следили за ходом ваших переговоров с Дональдом Трампом, нам это важно, особенно в международном сегменте. Конечно, нам и мне лично, нам очень хочется узнать, как вы считаете, Владимир Владимирович, стоит ли нам дальше биться за западных клиентов? Или же нам стоит подождать, пока здравый смысл возобладает над какими-то политическими играми, и все-таки мы продолжим уже конструктивную работу с партнерами. Ну и в целом, куда качнутся отношения с США? Я думаю, что всех присутствующих в этом зале этот вопрос очень сильно интересует. Сможем ли какое-то конструктивное, прагматичное сотрудничество с западными партнерами выстроить? Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Вы сказали, что мы вот после начала СВО практически, да, больше выстраиваем отношения с нашими партнерами в дружественных странах. Так мы раньше там работали, если так по-честному. У нас что отвалилось-то из проектов из так называемых недружественных стран? Ну, кстати, у нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых странах. А с народами этих стран у нас, уверяю вас, там пропаганда, конечно, работает, мозги промывают и говорят о том, что мы начали войну, и забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война. А мы делаем все для того, чтобы ее прекратить. Но я сейчас не об этом, а о том, что сотрудничество в основном-то у нас где было? С дружественными странами. У нас основные заказы-то были где? В Китайской Народной Республике, в Индии, значит, в Бангладеш, вот потом ну, в Турции появился проект, несмотря на начало СВО. А это, между прочим, страна НАТО. Что у нас отпало-то из того, что было? Финляндия только. Мы в Венгрии даже продолжаем. И страна НАТО и страна Европейского Союза. Мы продолжаем там работу. Первое. Второе. То, что мы раньше делали вот в тех странах, которых вы, значит, назвали недружественными, да мы и там, и продолжаем там делать. Ядерное топливо поставляем до сих пор и в приличных объемах. Услуги предоставляем почти в таких же объемах.
Значит, какие-то новые вещи появляются, особенно в области ядерной медицины там, и в других смежных сферах. Это как было, так все и есть. Да, некоторые вещи, они действительно там и ущерб наносят нам, где прекращается сотрудничество, особенно в науке. Но работа с учеными продолжается. У нас, посмотрите, я вот приехал в Гатчину, да, там, знаете, центр, да, у нас есть работа. Там работают специалисты из европейских стран. И ничего, нормально. И, эти специалисты из стран, с которыми у нас на разных этапах исторически складывались разные отношения, они всегда с нами работали, даже когда атомную бомбу создавали. Ну а вот мы же хорошо знаем, сейчас не буду вдаваться в детали, но многие специалисты, которые работали в Лос-Аламосе в США, они же сотрудничали одновременно и с Россией. И они не были тривиальными шпионами в прямом смысле этого слова. Они вообще не были шпионами. Они были просто умными людьми. И понимали, чтобы уберечь человечество от того джина, которого они выпускают из бутылки, нужно создать баланс. Они это сделали. Ну, работая помогая работать и нашим ученым. И наши бы спокойно, без этой поддержки бы сделали, но те делали это сознательно. Причем и немецкие специалисты, и американские, все. И вот это сообщество умных людей, оно никогда не было разрушено до основания. И никогда не будет разрушено. Наука, так же как и спорт, как искусство, они призваны объединять людей. Так всегда было, я уверен на 100%, так и будет всегда. И никому не удастся разрушить это научное сообщество. А что касается чисто прагматичных вопросов, связанных с бизнесом, ну, у нас достаточно заказов. Мы ведь номер 1 в мире сегодня. Росатом абсолютный лидер в атомной энергетике, в мировой атомной энергетике. Ни одна компания мира не строит столько объектов вообще и столько объектов за рубежом. Я вот только что сказал, выступая с трибуны, это говорит о качестве проектов Росатома. Это говорит о их безопасности, это говорит о их экологичности. И еще есть очень важный момент. Мы не сажаем на крючок наших партнеров, чтобы что-то построить, а потом им, значит, создать рынок и постоянно этот рынок держать за собой. Мы создаем отрасль, мы готовим кадры, мы создаем возможности для производства оборудования, локализуем на месте. Знаете, и специалисты наших стран-партнеров это понимают, высоко ценят, и поэтому вот руководству Росатому и удается выстраивать такие добрые, дружеские, долговременного характера отношения. Я уверен, так оно и будет. А те, кто как-то уходят со сцены нашего взаимодействия в результате политического давления, уверен, они будут возвращаться. И многие, повторяю, сейчас работают, а многие вернутся. Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне. После Второй мировой войны, я уже много раз об этом говорил, но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце туннеля он все-таки замаячил. И вот сейчас у нас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске. Контакты продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний. Я очень рассчитываю на то, что вот первые шаги, которые были сделаны, они это только начало к полномасштабному восстановлению наших отношений.
Ну, не от нас это зависит от наших, прежде всего, западных партнеров в широком смысле слова, потому что и Соединенные Штаты тоже не связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока. Поэтому именно от руководства Соединенных Штатов сейчас зависят следующие шаги. Но я уверен, что лидерские качества действующего президента Трампа, они являются хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться. И надеюсь, что темп нашей совместной работы на этой площадке сохранится. Спасибо большое. Вот в международном аспекте не только бизнес и коммерческий проект очень важны гуманитарное сотрудничество. Мы им активно занимаемся, в том числе в рамках Академии. Директор такого центра Александр Кармишин тоже хотел бы задать соответствующий вопрос. Алексей Евгеньевич, спасибо. Владимир Владимирович, я закончил МГИМО, и на студенческой скамье, в принципе, меня очень заинтересовала связка БРИКС, молодежь и энергетика. И практически за 10 лет работы и за 7 молодежных энергетических саммитов нам удалось выстроить целое измерение молодежного энергетического сотрудничества стран объединения БРИКС. Здесь важно отметить то, что молодые иностранцы видят в России глобального технологического и энергетического лидера. Я бы здесь, пользуясь уникальной возможностью, хотел вас поблагодарить, потому что именно с российского председательства в 2020 году страны объединения в лице глав поддержали молодежное энергосотрудничество. И с тех пор поддерживают. Это большая поддержка для всей большой команды. И вот этот весь опыт наполняет текущую мою работу в Росатоме. Я занимаюсь продвижением российских атомных технологий и энергетики среди аудитории молодых иностранцев и молодых лидеров. Мы вас уверяем, работаем, боремся за иностранные кадры. Вот на примере проекта Обнинсктех это то, как мы объединяем вокруг Росатома молодых и талантливых союзников российской атомной промышленности. Так, в сентябре в рамках глобального атомного саммита мы примем 100 лучших молодых представителей атомной отрасли со всего мира, порядка 40 стран. И мы планируем обсудить глобальные вызовы на горизонте 2050 года. Владимир Владимирович, есть вопрос. Какие бы вызовы вы обозначили в качестве самых острых? Вот, на какие бы мы вызовы должны были обратить внимание молодежи? И по возможности, что бы вы порекомендовали нам, молодым ребятам, которые сегодня работают с молодыми иностранными лидерами? Я думаю, что вы уже сами можете чего угодно и кому угодно порекомендовать. А что касается вызовов, вы знаете, суть вызовов, она не меняется из столетия в столетие. Для такой страны, как наша, чрезвычайно важным, просто самым важным является способность сохранять свой суверенитет. Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета. Вот вся сегодняшняя Западная Европа, она практически такого суверенитета лишена. Есть и много других стран, которые чувствуют себя нормально. Россия не может. С утратой суверенитета Россия прекратит существование в ее сегодняшнем виде. Это абсолютно точно. А для того, чтобы обеспечить свой суверенитет, гарантировать существование и обеспечить развитие, нам нужно преодолевать те вызовы, которые порождает время. Вот в свое время мы говорим о том рывке технологическом в Советском Союзе. Он был связан с двумя проектами, на самом деле. Атомным и ракетным. И целая огромная кооперация возникла в Советском Союзе. Наука возникла по очень многим направлениям. И мы обеспечили ядерный щит, ракетный щит. И под прикрытием этого щита развивается вся страна, экономика, социальная сфера.
страна существует, живет и смотрит в будущее. А сегодня какие вызовы? Искусственный интеллект. Да? Вот представьте себе, возникают новые технологии на базе искусственного интеллекта. Генетика. Так? Значит, другие направления, вы лучше меня знаете, от которых будет зависеть не только эффективность экономики, а без эффективности экономики невозможно развивать ни оборону, ни науку, ничего. Но от этого, это все взаимосвязано, от этого будет зависеть эффективность экономики, а значит и обороноспособность страны. Вот это вот на этом, биология в широком смысле слова, вот на этом мы и должны сосредоточить все свое внимание и усилия, сконцентрировать административные ресурсы, финансовые возможности. На это должно быть нацелено образование. И вот это и есть те вызовы, которые перед нами стоят. Вот, знаете, не хочется все время возвращаться в одну и ту же точку, но она самая болевая для нас, это все, что происходит на линии боевого соприкосновения. Вот я сейчас разговаривал с вашими же сотрудниками, сотрудниками Росатома, которые принимали участие в боевых действиях и воевали героически, и ранения тяжелые некоторые получили. О чем я хочу сказать? Каждый месяц, вот я без преувеличения говорю, а уж полгода точно, меняются условия и способы ведения вооруженной борьбы. Стоит только отстать на несколько недель, и потери резко возрастают. Или динамика продвижения на линии боевого соприкосновения падает. Несколько месяцев достаточно, и все. Сейчас не буду говорить о значении различных вооружений, что эффективно, когда и как использовалась бронетехника, артиллерия, потом дроны, беспилотные аппараты, безэкипажные катера и так далее. Но каждый день кто-то думает... Вот эффективность прямо вот сегодня одно, применяем средства, раз падает. Почему? А потому что та сторона поняла, что мы делаем. В течение нескольких недель приняла соответствующие технологические решения, эффективность применения нами современных очень видов оружия резко падает. У нас сидят люди, которые занимаются, думают, приняли соответствующие решения, эффективность вырастает опять до 80-85%. Это каждый день, понимаете? Нам нужно настроить все общество на то, что мы все должны жить в интеллектуальной среде науки и образования. И ничего нового не скажу. Каждый, кто в этой среде чувствует себя комфортно, должен настроить себя на то, что учиться нужно всегда, постоянно, каждый день. Вот это все вызовы, с которыми мы сталкиваемся и с которыми мы живем и будем жить. Нам нужно это понять, осознать. Но и очень важно тоже осознать, что мы можем преодолеть все эти вызовы. И мы это сделаем. Владимир Владимирович, позвольте вернуться в нашу уже национальную повестку. У нас, буквально один день назад было мероприятие торжественное, посвященное 80-летию, и мы вручили удостоверение капитана атомного ледокола Марине Старовойтовой, нашему работнику. И это стало мировой новостью дня, что впервые в истории женщина стала капитаном атомного ледокола. Здесь сидят девчонки из Атомфлота, которым осталось несколько шагов до этой должности. В частности, Нина Вдовин, она второй помощник капитана, поэтому ровно 2 шага до этого высокого звания. Нина, задайте, пожалуйста, свой вопрос. Да, спасибо большое. Ведь атомная отрасль, она ломает не только лед, она ломает еще и стереотипы. Я из потомственной семьи моряков. Мой прадед, дед
и мама работали в море. Теперь я с братом продолжаю морскую династию. И очень горжусь тем, что работаю на единственном в мире атомном ледокольном флоте. У меня вопрос про глобальную логистику. Вами были последовательно приняты решения. Вы назначили Росатом оператором Северного морского пути для обеспечения судоходства и строительства арктической инфраструктуры. Также Росатому была передана старейшая судоходная компания страны «Феска», которая имеет опыт судоходства в арктической зоне. Также в марте 2025 года вы поручили правительству совместно с Росатомом разработать новый маршрут «Трансарктический транспортный коридор». Мы, конечно, понимаем масштабность, емкость этой задачи. Это нас всех вдохновляет, особенно молодежь, да, которая приходит и занимается этим, в том числе и такие, как мы, да, девушки тоже приходят туда. Я на протяжении 6 лет, можно сказать, помогаю развивать Северный морской путь. И хотелось бы услышать, Владимир Владимирович, что для вас значит, почему для вас значим Северный морской путь? Не для меня значим, он значим для нашей страны. Это, давно Советский Союз, Россия давно развивается. С какого года, Леша, примерно? Мы с 18-го развиваемся. Не, то Советский Союз-то начал, когда об этом говорить? Советский Союз начал, вообще с первых дней существования Советского Союза уже работали арктические экспедиции. Да, правильно, да. Конечно. Вот как Северный морской путь, это тогда так не звучало, просто изучались прикладного значения, может быть, тогда это и не имело, это изучение. Но тогда уже говорили о том, что можно и как можно передвигаться от Архангельска, от Мурманска туда до восточных наших рубежей. В прошлом году перевезли 38 миллионов тонн. почти 9. 38 и 7. Нет, 37,8, почти 38. 38 почти миллионов тонн. То есть это кратное увеличение. А в связи с изменением климата, как известно, все уже об этом говорят, есть основания полагать, так осторожно скажем, что объем перевозок может резко увеличиваться и будет увеличен в связи с увеличением навигации. Но даже если этого не произойдет, а у нас будет такой ледокольный флот, который мы планируем, у нас ведь 8 атомных ледоколов, в мире такого флота нет ни у одной страны. И еще мы планируем в ближайшее время, по-моему, 4, да? 4 мы планируем задать. У нас один уже на воде готовится, да. Один на стапеле. Да. Решение о 2 практически принято, и строится 5-й на звезде «Лидер». По-моему, сейчас вместе с «Лидером» 4. Он уже забрасывает удочку еще один. Ладно. Во всяком случае, они нужны. Это точно очевидно. Если у нас будет сохраниться такой флот, а он точно сохранится, у нас еще дизельных ледоколов, 35, по-моему, да? Значит, такого мощного флота ни у кого нет. И наиболее приемлемый маршрут, он как раз лежит в наших или территориальных водах, либо в нашей специальной экономической зоне. То есть это наше конкурентное преимущество. И, конечно, было бы с нашей стороны просто глупо не развивать этот путь, поскольку в его использовании заинтересованы очень многие страны мира. Понятно, что там в разы сокращается время перевозки грузов из Атлантики туда, в Тихий океан. И во весь Азиатско-Тихоокеанский регион, который развивается, все это хорошо знают, темпами просто неведомыми до сих пор для западного сообщества. И, конечно, мы будем это делать без всякого сомнения. Но, кроме всего прочего, надо понимать, здесь тайны никакой нету, что и
вопросы обороноспособности страны России, они тоже в значительной степени связаны с исследованиями и использованием вот этих северных широт. Чего же здесь? Секретом ничего нет, что я вам скажу. Наши стратегические атомные подводные лодки уходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество. И исследования, в том числе вот в этой зоне, для нас крайне важно. Ну и, наконец, кроме транспортной логистики, обороноспособности, и кроме этих двух вещей есть еще и третье. Просто в арктической зоне находятся огромные мировые запасы минеральных ресурсов. И мы начали там уже работать. У нас вот несколько компаний, в том числе компания «Новотек», одна из наших крупных компаний, которая работает в области сжижения природного газа, она там работает. Причем эта работа проводится в кооперации, в сотрудничестве со многими партнерами. И с европейскими, и с партнерами из Азии. Мы обсуждаем, кстати говоря, вот и с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере. Причем не только в нашей арктической зоне, но и на Аляске. И при этом технологии, которыми мы обладаем, сегодня не обладает никто, кроме нас. И это представляет интерес для наших партнеров, в том числе и из Штатов. То есть вот эта арктическая зона и Северный морской путь, и ваша работа там, они имеют огромную перспективу и очень хорошими темпами развиваются. Я желаю им успехов. Я вот смотрю, вы кто там на этом, кем вы работаете на этом? Второй помощник капитана. С ума сойти. Честно. Смотрю, я думал, девушка в школе учится, она второй помощник капитана. Владимир Владимирович, мы знаем, что... Желаю вам успехов. Да, спасибо большое. Мы знаем, что этим мероприятием не заканчивается ваша программа в Сарове, уж точно будут еще дела в Москве. Владимир Владимирович, сколько? Один вопросик можно еще или парочку? 3. Ладно, хорошо. Тогда вопрос самому младшему по званию участнику. Он еще наполовину студент. Фамилия его Кузнецов, зовут Владимир Владимирович. Он лидер СССР. Сообщество студентов Росатома, но уже работник госкорпорации, избран альтернативно на большой конференции. Володь, давай. Да, добрый день, Владимир Владимирович. Сейчас я поступаю в магистратуру Московского энергетического института и уже работаю на предприятии АО «Никиет». Это предприятие ядерного оружейного комплекса. 2 года назад Алексей Евгеньевич предложил создать Совет студентов Росатома, и вот за это время мы переросли в целое сообщество. И на данный момент в наше сообщество входят студенты со всей страны. И недавно у нас был очень крупный съезд в Москве, где мы все вместе, всей нашей дружной командой мечтали о будущем наших студентов. Ребята мечтают раскрыть свои таланты и найти то самое дело, которым они будут по-настоящему жить. У меня тоже есть свои мечты. Это, во-первых, понятное дело, быть полезным своей родине. И второе – это создать большую крепкую семью. Владимир Владимирович, я думаю, будет многим интересно узнать. Скажите, пожалуйста, а вот о чем вы мечтаете? О том, чтобы у вас все получилось. Это моя работа, цель. Не можем не вернуться к семье атомщиков. Курская область, город Курчатов, Курская станция на слуху были весь этот год. И хочу передать слово потомственному одному из руководителей Курской АЭС Егору Петрову. Да. Евгений, спасибо. Владимир Владимирович, добрый день. Я действительно потомственный энергетик, потомственный атомщик. У меня дед работал на Костромской ГРЭС, отец работает в атомной отрасли, младший брат работает на атомной станции. Значит, сам я после окончания Московского инженерно-физического сразу пришел работать на атомную станцию. Сейчас подрастает сын, 11 лет. Спрашиваю, говорю, кем хочешь работать? И он говорит,
хочу, как дедушка и папа, работать на атомной станции. Время покажет, но, скажем так, есть все шансы семейную династию продолжить. Владимир Владимирович, вы относительно недавно, не так давно, были у нас в Курчатове, в Курской области. Знаете, что мы активно ведем сооружение первого энергоблока Курской АЭС-2. Впечатляет, честно говоря, правда. Я думаю, что я не преувеличу, если скажу, что первый блок Курской АЭС-2 сооружался и сооружается, продолжает сооружаться, вводиться в эксплуатацию в уникальных условиях. В том смысле, что, наверное, не было ни в России, ни в мире, и дай бог не будет, и других энергоблоков, которые бы сооружались в условиях ведения боевых действий на территории региона. Я хочу сказать, что я чрезвычайно горд за коллектив, который занимается сооружением этого энергоблока. Я говорю и о строителях, и об эксплуатации, об оперативном персонале, о персонале действующей, строящейся станции, потому что эти люди, скажем так, перед лицом действительно опасности не дрогнули, не шагнули назад, продолжили спокойно работать на своих рабочих местах. Значит, и сейчас я могу уверенно сказать, что в этом году у нас будет физпуск на первом энергоблоке. Планируем до конца года сделать энергопуск. На втором блоке также завершаем уже основной этап строительных работ. Более того, Росатом приступил к реализации проекта по сооружению 3-4 блока на Курской АЭС-2. И, соответственно, в Курской области появится крупнейшая по установленной мощности в России атомная электростанция 4,8 гигаватта. В этой связи, Владимир Владимирович, не вопрос, даже просьба рассмотреть возможность частичного распределения с учетом вводимых мощностей электроэнергии в пользу ввода и развития новых промышленных мощностей именно в Курской области. Спасибо. Ну, я думаю, что это вполне логично и должно быть сделано. Уверен, что Курская область, так же как и то, что повреждено в других приграничных областях, будет восстановлено. И мы, конечно, будем уделять внимание развитию и малого, среднего бизнеса, и крупных предприятий. Правительство сейчас готовит программу восстановления всего, что утрачено и повреждено во всех приграничных областях, и в Курске, и в Брянске, и в Белгороде. Такая программа будет сделана. Вы знаете, мы там людям помогаем, которые пока не могут вернуться в свои дома из-за заминированной территории. Сейчас там активная работа начинается в этом направлении. И безусловно, мы хотим создать там выигрышные, такие привлекательные условия для экономической деятельности. Разумеется, и подумаем о том, чтобы часть энергии была использована из Курской атомной электростанции. А вообще, вы знаете, что происходит сейчас? У нас за предыдущие годы, за 10 лет, темп роста использования, потребления электроэнергии был примерно 1,3 раза. А за прошлый год более 3, на 3% увеличился. 3% с лишним, да. Да, 3% с лишним. Там был рост 1,3%, а теперь свыше 3%. То есть больше, чем в 2 раза увеличился темп потребления электроэнергии в стране. Это хороший показатель. И разумеется, и для Курской области, и для всего приграничья мы создадим необходимые условия для развития. Одно из этих условий – это, конечно, надежное обеспечение электроэнергии. Обязательно посмотрим на использование энергии с Курской атомной электростанции. Спасибо. Владимир Владимирович, не могу не добавить, что работники нашей станции Курской не просто
системно управляли действующими мощностями, не просто не снижали темп стройки, оказана очень большая помощь нашими строителями непосредственно в укреплении обороноспособности Курской области. Я знаю, была. мне директор. Да, сейчас мы с Хинштейном Сашей работаем. Я знаю, мне на директор. этот счет. Вот. Вот смотрите. Они, конечно, большие молодцы. Там ваши специалисты работали, несмотря на то, что боевые действия были рядом. А некоторые сотрудники Росатома воевали. Даже получая тяжелые ранения. Вот сейчас я с ними разговариваю. Росатом занимает свое прочное, надежное и очень почетное место во всех системах жизнеобеспечения государства российского. Спасибо большое. Владимир Ильич, ну и наверное, и по закону жанра должен подвести итог, задать последний вопрос, сказать последние слова. Наш официальный молодежный лидер, председатель нашего Большого молодежного совета Мария Зотова. Но она еще уроженка Сарова, поэтому, наверное, здесь все звезды сошлись, Маш, на вас. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Спасибо, Алексей Евгеньевич. Владимир Владимирович, я вообще атомщик в 3-м поколении. Родилась в Сарове, мои родители работали в ВНЕФ. Но я никогда не мечтала пойти в атомку. Я мечтала стать балериной. И 6 лет я этим занималась. Вы похожи на балерину. Спасибо. Но на самом деле общий стаж моей семьи в отрасли — это 72 года. Но дедушка был ликвидатором Чернобыльской АЭС, папа испытателем, и это, конечно, сместило, собственно, тот фокус от занятий балетом на то, что я вернулась, пришла в Росатом. Но чувство ритма не потеряла, потому что 14 лет я работала в КБМ «Африкантов» и занималась проектированием реакторных установок «Редми-200», которые являются сердцем того самого ледокола, на котором ходит Нина, покоряет, собственно, льды. И честно скажу, что вся работа, и молодежная работа, и профессиональная, заставила действительно меня задуматься о том, что для атомщиков всегда очень важна была главная идея, ради которой они работают. И за 80 лет, за тот путь, который мы прошли, у нас были разные этапы. И, конечно, первая главная идея для нас была, это для наших молодых ученых, для Харитонова, Флерова, сохранить мир на этой земле. Потом нам главную идею подарил Игорь Васильевич Курчатов, когда сказал, что атом должен быть рабочим, а не солдатом. Потом были тяжелые времена, правда, я очень маленькой была, когда были перестроечные годы, но наше предприятие, это были очень тяжелое время и для людей, потому что не было ни заказов, ни зарплаты. В Сарове тогда было настолько тяжело, что порой не было продуктов. И с этим справлялись наши молодые родители мои, которые, собственно, преданность и верность дела, которые славится, мне кажется, каждый атомщик и в этом зале тоже, позволили им остаться и сохранить эту отрасль. В 2007 году вы подарили нам главную новую идею – это стать глобальным технологическим лидером. А сейчас, на самом деле, нас всех, молодежь, интересует, как на ваш взгляд, какая главная идея для атомной промышленности на следующий период? Атомная промышленность остается одним из важнейших направлений нашей деятельности. И эти сферы вам хорошо известны. Обороноспособность, наука, образование, энергетика. И поляна расширяется за счет смежных областей, где можно применять эти уникальные знания и технологии. Вот я уже говорил, вы сами знаете, это лучше, чем кто-либо другой, здравоохранение и другие сферы, материаловедение. Все важно. Вы знаете, мне кажется, что самым важным достижением является даже не конкретная отрасль, хотя каждая из них представляет ценность огромную. А самым важным достижением, что у нас создана отрасль знаний, производств, технологий, которые являются одним из фундаментов самого существования российского государства на данном этапе нашего развития. И это все началось к созданию 80 лет назад, проделан колоссальный путь в этом развитии, достигнуты уникальные результаты, с чем я вас и поздравляю, и желаю новых успехов. Спасибо большое. Спасибо огромное.
Мы все с вами даже не то, что не понимаем, скорее чувствуем, какая огромная, Владимир Владимирович, сейчас ответственность, какая колоссальная занятость гигантская. Но вы на целый день приехали к нам. Вы посвятили нам много времени. Поэтому спасибо вам большое. Мы вас не подведем. Спасибо.